Что там говорить? А, вот он. Приезжает он в такой коробке. На гранях ничего нету. Снизу указана почта поддержки и тип вилки. Мини-компьютер выглядит следующим образом. На задней панели 2 HDMI, 2 полнофункциональных Type-C, 1 Ethernet, 2 USB 2.0 и коннектор питания. По бокам ничего нету. На лицевой стороне 2 USB 3.0, 1 джек и кнопка включения. На нижней части написано номер модели, какой процессор стоит и информацию о блоке питания. А также кнопка Reset. Верхняя крышка рельефная. В комплекте идут винтики как крепление на монитор, блок питания, 12 вольт, 3 ампера, 38 ватт. С распаковкой все, переходим к BIOS. BIOS здесь стандартный, у меня версия на 16 гигабайт и 0,5 терабайта накопитель. В BIOS есть меню, чтобы компьютер включался сам после того, как потеряет питание. Этой функцией интересуются те, кто использует эти мини-ПК для Home Assist. Производительность этих ПК очень сильно зависит от того, какой стоит у них Power Limit. У этого ПК стоит Power Limit в 20 Вт. Это достаточно высокий показатель. Напомню, у прошлого мини-ПК на N100 стояло всего 6 по заводу, и мы повышали теплопакет до 12,5 Вт, а здесь на 7,5 Вт больше. Это круто. Синтетика немного лучше, чем в прошлом видео с N100, поэтому не будем на ней заострять внимание. Перейдем к тесту YouTube, 4К 60 кадров, есть выпавшие кадры, но это не критично. Бывает так, что, скажем, пару секунд у тебя немного замедленное видео, но такое встречается нечасто. Дабы видео не было сильно похоже на прошлое видео с N100, в этом потестируем другие игры. Начнем с Counter-Strike 2, минимальные настройки, 720p, FSR, что-то там еще. Здесь не работает система мониторинга, а еще не записался звук. Получается что-то в районе 30 кадров, ну там 30-40 бывает, иногда просадки до 20. Играть тяжело, очень тяжело, не рекомендую. Сталкер Зов Припяти, классика, куда же без нее. Full HD, высокие настройки графики, динамическое освещение. Расширенные настройки выглядят следующим образом. Добираем до посудины Скадовск и получаем 30 кадров внутри помещения. Здесь много NPC, много теней. Наверное, одна из самых сложных локаций в этой игре. Попробовал поставить статическое освещение и оставить высокие настройки графики. На таких настройках нету теней, посудина становится супер темной, допустим, я Султана вообще не заметил и прошел мимо. Вернул динамическое освещение и поставил средние настройки графики. И на таких настройках уже бегал по карте и выполнял первую миссию с артефактом. А заодно здесь и устроим перестрелку. В итоге его завалили свои. Это был неудачный трай. Еще небольшая перестрелочка с кабанами. Бывают редкие просадки до 18 кадров, однако встречаются они нечасто. Поиграть вполне можно, особенно учесть, что у нас динамическое освещение и средние настройки графики. Следующая игра Jazz Cast 3. Неиграбельно, это 720p минимальные настройки. Даже в скромных перестрелках частота кадров крайне редко поднимается выше 20. А вот Dota 2 порадовала. Да, я играл почти что все время с открытым магазином, просто потому что я не умею играть в Dota. И читал, что мне дает тот или иной предмет. Это Full HD, нативное разрешение без FSR, настройки графики минимальные. Я думаю, этот ПК можно назвать как компактная Dota машина. Можно понизить разрешение графики и включить FSR, но лично мне не сильно приятно играть в мыло. К тому же просадки до 22 кадров не так сильно чувствуются, особенно в замесах. По большей части ты просто все откастовал и ждешь, кто из вас первым умрет. Ты или противник. Следующая игра Battle Beat. Full HD, минимальной настройки графики, в режиме картошки. Играть тяжело.
Здесь мало того, что у тебя мало кадров, так еще это не выводишь перестрелки, потому что случаются рандомные просадки ниже 30 кадров. В принципе, поиграть можно, при условии, что вы будете на закрытых позициях. Вспомним классику. Portal 2 – одна из начальных локаций. Это Full HD, максимальные настройки графики, в среднем получается что-то в районе 50 кадров, с редкими просадками до 30. Это чаще всего происходит во время подгрузки локаций. Я допускаю, что по мере прохождения игры будут появляться более сложные локации, где нужно будет сбросить настройки графики хотя бы до средних. Следующая игра Laser Company. На улице 13 кадров, в комплексе что-то в районе 20. Мне как раз попался монстр, поэтому попытаемся от него скрыться. Я эту локацию очень редко играю, поэтому немного заблудился. Время разобрать и посмотреть, что там внутри. Внутри находится M2 SATA накопитель на 1,5 терабайта со стандартными скоростями для подобных накопителей, 16-гиговая планка оперативной памяти на чипах Unix и Wi-Fi модуль от Realtek, который нестабильно работает на 5 ГГц. Там бывают рандомные просадки скорости, так еще и огромный пинг. 2,4 ГГц здесь медленные, но при этом работают достаточно стабильно. С Bluetooth проблем не было. Подключал к нему геймпад и все работало прекрасно. Так что будущим владельцам я рекомендую либо использовать его по шнуру, либо заменить Wi-Fi карту на что-нибудь более стабильное. Под оперативной памятью есть QR-код и название материнской платы. И тут ко мне пришла гениальная идея. Раз винда с играми установлена в отдельный M2 SATA, то можно взять и в NVMe слот подключить внешнюю видеокарту через Oculink. И это я и сделал. Сейчас вы видите запись стрима с Дискорда. Я изначально не ставил камеру, свет, не подснимал все это, как буду собирать. В общем, собрал это все быстро. Единственное, что молился, чтобы это все не умерло. Иначе это было бы минус куча денег. Скажу сразу, работает это очень нестабильно. Запускается где-то раза с 4 или 5. Нужно кучу раз перезагрузить мини-ПК, пока он как-то, вот знаете, не подцепит видеокарту. Изначально в BIOS нет никаких настроек для внешних видеокарт. При первом подключении компьютер раза 3 или 4 перезагрузился сам и только потом смог загрузиться в обычном режиме. Видеокарта не выдавала картинку до тех пор, пока я не поставил драйвера. Видеокарта стала определяться в системе, но чтобы она выдавала картинку, нужно было выключить мини-компьютер, подключить HDMI к видеокарте и где-то раза с 4-5 все заводилось. Картинка выходила через RTX. Подключил видеокарту RTX 3050 на 6 ГБ low profile, которую использовал в видео с депо. У меня есть видеокарта помощней, но я более чем уверен, что все будет упираться исключительно в процессор. В финальном виде это выглядит следующим образом. По кнопке запускается компьютер и видеокарта. Видеокарта подключена к доку Oculink, а и все это подключено к внешнему блоку питания. Здоровому блоку питания. Теперь это далеко не компактное решение. Дадим второй шанс играм, которые уже были в этом видео. Counter-Strike 2, карта даст, катка не с ботами. Я случайно выкинул оружие, так как хотел кинуть гранату на Г. Как можно заметить, особо кадров больше не стало. Ну, их определенно стало больше, но упор явно происходит в процессор, а не в видеокарту. JazzCast 3, минимальные настройки графики. Как можно заметить, кадров стало больше, но все еще не идеально. Давайте попробуем выставить максимальные настройки графики. На ультра настройках графики кадров больше не стало, примерно на том же уровне. Единственное, что теперь покрасивее картинка. И, как можно обратить внимание, видеокарта все еще не загружена 100%. В этой игре снова происходит упор в процессор, или скорее под систему памяти, так как она здесь одноканальная. Вернемся к Dota 2. Как было 30-40 кадров, так и осталось. Единственное, что теперь это ультра настройки графики. И нет просадок ниже 30 кадров. Перейдем к игре Doom 2016 года. Настройки я оставил дефолтные, те, что выставила сама игра. Это помесь средне-высоких разрешения Full HD. И здесь Doom меня порадовал. В среднем что-то в районе 80 кадров в секунду. И ведет себя игра достаточно стабильно. Здесь все еще идет упор в процессор, но получить удовольствие можно. Переходим к самому интересному, киберпанку. Настройки стоят для Steam Deck. Единственное, что FSR я заменил на DLSS.
В самой начальной катсцене получается что-то в районе 70 кадров в секунду. Ладно, проверим, что получилось. А вот стоит выехать на улицу, как случаются рандомные просадки до 20 кадров. В перестрелке, в принципе, все неплохо. Конечно, стоит учитывать, что это начальные перестрелки, и здесь как-то, знаете, особо нету эффектов каких-то либо сложных. Да и все происходит в замкнутом пространстве. Точно не хотим. Все, уходим отсюда. В Киберпанке все по-старому. А вот в городе дела прям совсем не очень. Огромное количество просадок, где-то все садится до 20 кадров в секунду. И мне стало дико интересно, какой версии используется PCI-Express и сколько там линий. Оказывается, в N100 и в принципе вот в этих вот селеронах на N нету PCI-Express 4. И всего две линии PCI-Express 3 выводятся на NVMe накопитель. А теперь предлагаю подвести итог этой мега сбалансированной игровой сборки. Во-первых, это Celeron. Во-вторых, здесь одноканальная память. В-третьих, нету PCI-Express 4.0. И всего две линии PCI-Express 3 используются для видеокарты. А теперь представим чисто гипотетически, как можно использовать видеокарту, подключенную к этому мини-ПК. Как вариант, это генерировать картинки нейросетями. Здесь не требуется мощный процессор, не требуется широкая шина памяти, лишь бы была мощная видеокарта с большим количеством видеопамяти. Ну а если честно, я никому не рекомендую заниматься тем, что вы сейчас увидели в этом видео, а именно брать и подключать видеокарту к дешевым мини-ПК, которые в принципе, вот сами по себе хороши. Вот именно как коробка тебе достается, грубо говоря, там тысяч за 10-12, это прям хороший выбор. И раз уж мы затронули тему нейросетей, то давайте посмотрим, как работают языковые модели на этом процессоре. Это Ollama с нейросетью Gemma, Gemma, кому как удобнее, 9B на 9 миллиардов параметров. Сейчас вы видите то, как она отвечает в реальном времени, используя только мощности процессора. Ускорим видеоряд в 10 раз, и пусть нейросеть напишет вывод для этого видео. Начнем с плюсов. Intel N100 очень экономичный и отлично подходит для ультрабуков или нетбуков, где важна продолжительность работы от батареи. Цена. Как правило, устройства N100 доступны по более демократичной цене, чем модели с более мощными процессорами. Ну, тот же, например, на N100 Mini, который сейчас на обзоре, мне достался где-то тысяч за 12. Достаточный для базовых задач. N100 справляется с просмотром видео, веб-серфингом, работой в офисных приложениях и некоторыми не слишком требовательными играми. Минусы – это его ограниченная производительность. N100 не предназначен для ресурсоемких задач, таких как редактирование видео, высокой четкости, обработки графики или сложных игр. И последний пункт – это скорее придирка про невысокую тактовую частоту. N100 – это хороший выбор для тех, кто ищет бюджетное устройство для базовых задач, а также для пользователей, которым важна продолжительность автономной работы. Но если вам нужны более высокие характеристики производительности, лучше обратить внимание на более мощные процессоры Intel. А как же процессоры AMD? Ты прав, нельзя забывать о процессорах AMD. AMD предлагает ряд интересных решений для мобильных устройств, которые могут составить конкуренцию Intel N100. Вот что нужно учитывать при их сравнении. Он тут сравнивает модели Ryzen и Athlon, кстати, на Athlon я мини-пеки не видел, и достаточно старую Рязань предлагает. Хотя Ryzen 5 4500U это отличный вариант, особенно если найдется найти его с памятью и оперативкой где-нибудь тысяч за 14. На него часто скидки на алики проскакивают. И забыл рассказать про еще одну интересную фичу этого мини-компьютера. Компьютер умеет питаться через Type-C, как и выдавать картинку. Например, сейчас я подключил блок питания на 65 Вт, геймпад по Bluetooth, внешний монитор по Type-C и играю на кровати. В принципе, этот компьютер можно рассматривать как походный вариант. Например, там поехать в лес в палатке или в поезде. Уверен, такому контенту стоит поставить лайк и подписаться на канал. Я с вами долго не прощаюсь. Увидимся совсем скоро. Ко мне как раз приехал ноутбук с двумя экранами. И еще у меня есть мини-ПК с N150. Сравним его с обычным N100. И у меня еще есть мини-ПК с N100 с экранчиком. Попробуем что-нибудь с этим экраном прикольное сделать. И на другом N100 попробуем его использовать в качестве ТВ-приставки. Я туда скачаю тяжелые фильмы, поставлю всякие эмуляторы ретро-консолей и надолго не прощаюсь. Всем пока!